Всем привет! Я приехала отдыхать в Хуа-Хин. Это один из лучших курортов Таиланда. Настоящая скрытая жемчужина. Недаром сюда из года в год приезжает каждое лето король Таиланда. Но если этот курорт так хорош, почему же турагенты так редко предлагают вам здесь отдохнуть? В этом видео я отвечу на этот вопрос и расскажу вам все самое главное про Хуа-Хин. Это очень классное место, но у него есть один серьезный минус. Смотрите видео до конца, и вы поймете, стоит ли вам здесь отдыхать. Хуа-Хин – это старейший курорт Таиланда. Он расположен в Сиамском заливе, почти напротив Паттайи, в 200 километрах от Бангкока. С 1920-х годов Хуа-Хин носит статус королевского курорта и является летней резиденцией верховного правителя Таиланда. В связи с этим тут тщательно следят за чистотой. Кроме того, в Хуа-Хине очень низкий уровень преступности. Несмотря на относительную близость к Паттайе, курорт совсем на нее не похож. Тут не любят вечеринки и сомнительные развлечения. Хуа-Хин – это спокойное место для семейного отдыха в Таиланде. Туристы ошибочно думают, что королевский статус автоматически делает Хуа-Хин очень дорогим местом. На самом деле цены на жилье, товары и услуги здесь почти такие же, как в Паттайе, и заметно ниже, чем на островах Таиланда. В Хуа-Хине есть современное жилье, отличные отели, песчаные пляжи и чистое море, развитая инфраструктура и огромное количество зелени. Это идеальный микс городской и природной среды. Я просто обожаю Таиланд! Ставьте лайк этому видео, если вы тоже любите эту прекрасную страну. Я приехала в Хуа-Хин в августе 2023 года. Весь июнь я провела на острове Самуи, а весь июль в Паттайе. И вот сейчас мне кажется, что Хуа-Хин вобрал в себя все лучшее от этих двух курортов, а все худшее он в себя не включает. Остров Самуи хорош своей природой и идеальными пляжами. Все это я вижу в Хуа-Хине. А Паттайя хороша тем, что она развита. И Хуа-Хин тоже развит. Конечно, не так сильно, как Паттайя, но все равно тут есть цивилизация, которая порой так необходима. А вот худшее от Паттайи, то есть ее грязь, он в себя не взял. И худшее от Самуи, отсутствие цивилизации, в Хуа-Хине тоже не наблюдается. А еще Хуа-Хин считается одним из самых чистых городов в Таиланде. Здесь нет такого количества мусора, как в той же Паттайе. То есть он, конечно, присутствует, потому что это Азия. В Азии мусор будет всегда и везде, но не в таком количестве, как на других курортах. Это очень приятно. Хуа-Хин – это 5-й тайский курорт в моей коллекции. Я часто путешествую, и я очень рада, что могу останавливаться в лучших местах этого мира настолько, насколько мне захочется. А все потому, что я работаю без привязки к месту. Еще несколько лет назад я сидела в офисе на нелюбимой работе и могла себе позволить ездить в отпуск только 2 раза в год. Я мечтала путешествовать гораздо чаще. Именно тогда я завела свой блог, и со временем это позволило мне выйти на стабильный доход, уволиться с ненавистной работы и отправиться в путешествие мечты, которое продолжается до сих пор. Сейчас я сама выстраиваю свой рабочий график, создаю контент для своего блога и чувствую себя на 100% свободным человеком. Если вам тоже хочется путешествовать чаще, я советую вам освоить онлайн-профессию. Но сейчас это нужно делать внимательно. Например, копирайтеры и таргетологи сейчас нужны уже не так сильно, как раньше. Конкуренция в этой сфере очень большая. Я советую вам присмотреться к профессии менеджера онлайн-школ. Конкуренция тут в разы ниже, а вакансий сейчас больше, чем специалистов. Новые онлайн-школы появляются постоянно. Это очень перспективное направление.
направление. В этом бизнесе крутятся миллионы учеников и очень большие деньги. Для успешного старта я советую вам зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс Марии Лебедевой с гарантированным трудоустройством. Мария и сама начинала с нуля, а сегодня она имеет более 7 лет опыта в онлайн-образовании. За последние 1,5 года она работала с сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Мария трудоустроила более 1000 учеников по всему миру. Вместе с тем она еще и поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам. Регистрируйтесь на мастер-класс Марии Лебедевой по ссылке, которую вы найдете в описании к этому видео. Мастер-класс бесплатный, и каждый, кто его пройдет, получит чек-лист по быстрому старту на удаленке. Регистрируйтесь и начинайте менять свою жизнь уже сейчас. Поговорим о морском отдыхе в Хуахине. Я считаю, что главная достопримечательность этого курорта – это пляж. Какой же он здесь классный, длиннющий, широкий, с таким идеальным мягким песочком. По нему так классно гулять. Он еще и ровный, то есть здесь так комфортно просто по нему идти вдоль кромки воды. Я это просто обожаю. А еще тут есть такой скрипучий белый песочек, как на пляже Корон. Если вы поняли, о чем я говорю, подмигните в комментариях. Он такой прикольный, обожаю этот песок. В Хуахине очень чистое море, но тут есть минус. Вот сейчас, летом и в начале осени здесь бывают ярко выраженные отливы. Пляж из-за этого становится широким. Вообще отливы мне нравятся, потому что становится очень прикольно гулять. Здесь остаются какие-то крабики, ракушечки. Интересно, идешь и рассматриваешь, что тут обычно скрыто под водой. И эти отливы не доставляют таких особых проблем, потому что все равно можно дойти, нормально искупаться. А если вы едете в Хуахин с маленькими детьми, то вы вообще будете очень довольны, потому что здесь такой максимально пологий заход в море. Знаю, что зимой здесь бывают волны. Возможно, это кому-то не понравится, но зато становится удобно купаться тем, кто любит много плавать. Здесь будет очень комфортно. Еще один плюс этого пляжа то, что здесь достаточно далеко расположена дорога. То есть вы вообще не слышите ни шума машин, ни вообще какой-то цивилизации. Кажется, что вы где-то на острове в такой уединенной атмосфере. На этом пляже очень мало людей. Здесь даже в сезон будет не так оживленно, как, например, в Паттайе. И еще одно отличие от Паттайи – то, что здесь очень приятно купаться. Например, когда я была в Паттайе, я себя просто заставляла иногда зайти в воду, и то только на 2 пляжах я смогла искупаться. А здесь настолько классно, настолько комфортно, что я купаюсь каждый день, да еще и по несколько раз. А еще одна особенность этого пляжа – то, что здесь почти нет лежаков, зонтиков, каких-то пляжных клубов. То есть где-то они есть, но их придется поискать. Вот так вот просто, если вы вышли куда-то, нужно прямо оглядеться со всех сторон, чтобы что-то найти. Вот конкретно на этом участке я не вижу ни одного. У пляжей Хуахина есть еще одна фишка. Здесь вы можете увидеть лошадей. На них предлагают покататься. А еще тут популярен водный спорт и школы кайтсерфинга. Непрерывная пляжная полоса с идеальным песком растянулась в Хуахине почти на 5 километров. Я прошла ее полностью и убедилась, что берег одинаково хорош везде. В Хуахине не слишком много достопримечательностей, но каждая из них показалась мне интересной. Вот, например, железнодорожный вокзал, построенный из дерева в традиционном тайском стиле. Ему более 100 лет, и он до сих пор действует.
Здесь по-прежнему звонят в колокол при отправлении поездов. И, конечно, трепетно относятся к красивому залу ожидания для королевской семьи. Кстати, отсюда вы можете уехать в Бангкок. А еще тут делает остановку знаменитый Восточный экспресс – пятизвездочный поезд, следующий из столицы Таиланда в Сингапур. Еще одна достопримечательность Хуахина – так называемая гора обезьян. Во-первых, тут расположен самый большой Будда на курорте. Во-вторых, здесь вас ждут чудесные смотровые площадки. В-третьих, в этом месте живут десятки обезьян. Они очень забавные и совсем не опасные. Правда, сюда лучше не приходить с едой или маленькими яркими предметами, которые могут их заинтересовать. Обезьяны живут рядом с буддистским храмом, поэтому взбираться на гору в купальнике не стоит. Желательно, чтобы ваши колени были прикрыты. Спустившись с горы, не пропустите маленький рыбацкий домик в традиционном стиле. Тут можно сделать красивые фотографии. Кстати, обезьяны живут не только на горе, но и рядом с ней. Поэтому, если вы поселитесь в отеле неподалеку, вероятно, вы будете частенько с ними пересекаться. Хуахин очень универсальный курорт. Например, в Паттайе хорошо жить, но не очень хорошо отдыхать, потому что там грязное море. А на Самуи хорошо отдыхать, но не очень комфортно жить, потому что там маловато цивилизации. А вот Хуахин хорош всем. Здесь можно комфортно отдохнуть, потому что тут классные пляжи и очень хорошие отели. Но в то же время здесь можно провести зимовку с большим комфортом, потому что здесь есть хорошие рынки, торговые центры, супермаркеты, магазины. В общем, все, что нужно для комфортной, долгой жизни. В Хуахине есть несколько хороших торговых центров. Причем все они продуманы так, чтобы вы могли не только погулять по магазинам. Тут есть удобные зоны отдыха и время от времени проводятся какие-то мероприятия. Как правило, в тайских торговых центрах работают рестораны, фудкорт с дешевой едой, а также кофейни и заведения фастфуда. А еще есть гипермаркет, в котором можно купить продукты, сувениры и бытовую химию. Любители тайского колорита тоже не будут разочарованы Хуахином. Тут вы легко найдете традиционные ночные рынки с дешевыми фруктами и готовой едой. Самым лучшим считается Цикада Маркет. Интересно, что даже в нетуристических местах Хуахина рынки выглядят чистыми. Хуахин подходит и для зимовки, и для отпуска в Таиланде.
Несколько лет назад на курорте начали строить современные жилые комплексы с отельной инфраструктурой. Я поселилась в одном из них. Он называется Ла Касита. Цены на аренду квартир в Хуахине сопоставимы с другими курортами Таиланда. В моем комплексе есть уютные зоны отдыха, зеленый сад, детская площадка, зона для барбекю и огромный бассейн. За территорией следят садовники и уборщицы. Вестибюль этого жилого комплекса напоминает лобби пятизвездочного отеля. Согласны? Кроме того, жильцы могут бесплатно заниматься в тренажерном зале, пользоваться парковкой и другими удобствами. Подчеркну, что это не люксовый жилой комплекс. Такие дома в современном Таиланде стали нормой. Мне кажется, подобные кондоминиумы – это идеальный вариант для долгого проживания в Таиланде. Тут очень чисто, красиво и во всех отношениях комфортно. Если вы приехали в Хуахин ненадолго, вас порадует выбор хороших современных отелей, как для пляжного, так и для активного отдыха. Я уже успела побывать в отеле Holiday Inn Resort Вана Нава. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить полный обзор. Кроме того, я запланировала посетить еще несколько отелей в Хуахине. Holiday Inn Resort запомнился мне панорамным инфинити-бассейном на 26 этаже, современными номерами, отличным сервисом, смотровой площадкой со стеклянным дном и самым высоким скайбаром в Хуахине. Отель семейный. Тут хороший набор развлечений для детей и взрослых. А его главная фишка – безлимитный доступ в один из лучших аквапарков Таиланда – Вана Нава Water Jungle. Кстати, в нем могут отдыхать не только гости отеля Holiday Inn. Вы можете просто купить разовый билет в кассе. Аквапарк Вана Нава Water Jungle – это более 20 различных водных аттракционов. Тут есть семейные, детские и экстремальные горки, а также ленивая река и бассейн с искусственной волной. Аквапарк установил сразу несколько рекордов. Некоторые горки в нем уникальны. Тут можно здорово повеселиться. Мне очень понравился аквапарк Хуахина. Какой же минус у этого замечательного курорта, который я так расхвалила? Давайте еще раз взглянем на карту. Посмотрите, Хуахин находится в 3 часах езды от Бангкока. К тому же здесь нет международного аэропорта, то есть сюда не так-то просто добраться. Поэтому немногие туристы решаются здесь отдыхать. Вот почему турагенты вряд ли предложат вам провести короткий отпуск в Хуахине. Они понимают, что сначала вам предстоит долгий и утомительный перелет до Бангкока, а потом вам еще и придется ехать 3 часа на машине. Не каждый решится на такое. В остальном, Хуахин мне очень понравился. Я уверена, что еще не раз сюда вернусь. Я не знаю, зачем мне теперь ехать в Паттайю, если есть Хуахин. Ставьте лайк, если вам тоже понравился этот курорт. Заглядывайте в описании под видео. Как и всегда, я прописала для вас все ключевые моменты, которые озвучила в этом ролике. Там же вы найдете ссылочку на бесплатный мастер-класс Марии Лебедевой, который я рекомендую вам пройти. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Таиланда и не только.